Всем привет, господа! Сегодня у нас небольшой обзор по комплектующим для дрона. Ну, а в частности для Mavic 3. У меня Mavic 3 в комплектации комбо. Там несколько батареек в комплекте шло, ну и так далее. Стоимость, соответственно, тоже комбинированная. Были куплены для него дополнительные пропеллеры. Пропеллеры, в принципе, как и батарейки, расходный материал. Но батарейки, там, не знаю, трудно сказать, когда они сядут у меня и выйдут из строя, там, не знаю, через 2, может, через 3 года. А пропеллеры, они, я как человек неопытный в этом теме, я уже как бы там, пару пропеллеров, можно сказать, практически убил. Одни убились, но с одного луча, остальные там немножко покоцанные. Поэтому решил заказать дополнительные пропеллеры. Я думаю, многие сталкиваются с такой же проблемой, что периодически приходится их менять. Итак, рассмотрим поближе. Ну что, посмотрим пропеллер для Mavic 3. Вот пришел в такой коробочке. Написано для Mavic 3. Обычно всегда продается комплект, то есть 4 пропеллера. Было написано, что малошумящие. Как оно будет в эксплуатации, посмотрим. Вот раз, два. Раз, два. В принципе, на вид они выглядят как оригинальные. В оригинальном то же самое вот кончики вот эти. Ну что вам сказать? На вид выглядит с первого раза как бы как оригинальные. То есть, ну, в оригинале вы все знаете, у Mavic 3 здесь кончики такие оранжевые, самые из как бы такой прорезиненные вставки. Они, когда на больших оборотах, начинают немножко там загибаться там, ну, в нужном положении, как бы, ну и за счет этого тоже считается малошумящий. Здесь такого нету. Они полностью пластиковые, это просто покрашено. То есть обман. Ну, китайцы есть китайцы, да. Так в остальном вроде бы когда все то же самое. Та же самая стоит маркировка, но в каком положении ставить и в каком блокировать. И также вот они отличаются. Так, 2 у нас должно быть с метками, 2 без меток. Вот видите, у меня справа 2 без меток, и вот слева с метками, видите, белые кружочки. Соответственно, пропеллеры тоже ставим на нужные позиции. В противном случае у вас ничего не получится. Почему? Вот смотрите, берем 2 разных, то есть вот с белой меткой и без белой метки. Вы видите, нахлёст у нас идет с белой меткой. Видите, левая лопасть сверху над правой. Там, где без метки, правая лопасть над левой. Даже если перевернуть, то все равно правая над левой. А здесь правая под левой. Они работают по-разному. Хотя вроде как и посадочные самые как его, выступы одинаковые. Ну, сейчас как бы у меня, видите, 2 сверху, 1 снизу, а здесь сверху 1. Ну, можем перевернуть. Вот так вот перевернуть. 2 будет одинаково. Но тем не менее, они разные. Советую не путать. То есть с белой метки на белые моторы
На мотору тоже метки стоят. На безметочные, на моторы без меток. Сейчас посмотрим, как они будут устанавливаться на Mavic 3. Так, вот Mavic 3. Видите, Mavic 3. Так, снимаем, расчехляем. Расчехляем. Так. Ну, вы видите, у Mavic 3 вот они, кончики. Вот видите, у меня уже пошарпан, побит пропеллер об ветки. Вот у него вот эта резиновая часть. Эти же китайские, они пришли полностью пластиковые. Ну вот по блику вы видите, что это единое целое, просто краска. Ну что, меняется все просто. Белые у нас с метками. Открывается против часовой. То есть просто надо утопить. Держим мотор. Утапливаем и против часовой открываем. Все. Сняли. Там пружинка, поэтому утапливаем. Сейчас поставим не оригинал. Тоже вот берем белую. Ну что, ставим. Вот белая метка вокруг. И белая на моторе. На том моторе белой метки нету. И, соответственно, на пропеллере тоже нет белой метки. Просто черная и черная. Итак, ставим. Просто одеваем на мотор, на штифт отверстием. Слегка прижимаем. Так, неудобно на камере снимать. Прижимаем слегка. Вот я утопил. И по часовой там буквально чуть-чуть повернуть. Все. И отпружинил назад. Все, он стоит. Также снимаем. Чуть-чуть утапливаем и против часовой открываем. Утопили чуть-чуть. Вынули. Вот вы видите, там штифт от мотора вот посередине. Вот. Все. Я повернул по часовой, он зафиксировался. Опять вот штифт, видите? Вот повернул против часовой, снял. Так, давайте посмотрим размеры. Так, я сейчас их поставлю одинаковым как-нибудь. Да, поставим вот так. Ну, у меня, в принципе, они выглядят одинаково. Ну вот единственная разница у них в хвостиках. На оригинале резиновые наконечники, здесь просто пластик, все. То есть они будут больше шуметь. Хоть и написано, тоже мало шумящие были написаны. Стоимость их всего лишь 9 евро. Ну, оригинальные стоят 19 евро. Ну, на 10 евро. В половину дешевле. В принципе, вот оригиналы. Дрон у меня слышен, ну, блин, ну, наверное, до 60 метров. Дальше уже как бы, ну, так, звук практически не слышен. Ну, и на 100 метрах, соответственно, уже вообще тишина полная. Но этот будет более слышимый. То есть втихую к противнику не подойти будет на низкой высоте. Ну вот как бы все. Кому понравился обзор, ну само собой пальцы вверх. И подписывайтесь на мой канал. Будут еще видео обзоры разные. Ну и видео по дронам.